Мужчина рискует жизнью, чтобы спасти львенка, но дальнейшие действия львицы шокируют. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. В 2022 году в Национальном парке Крюгера в Южноафриканской Республике разразилась сильная засуха. Жгучие ветры носились по растрескавшейся саванне, где выжженная солнцем трава почти исчезла. Запасы воды были на исходе, и животным приходилось уходить дальше обычного, чтобы найти источник влаги. Смотрителям парка пришлось использовать водовозы, чтобы наполнять глубокий колодец в центре охраняемой территории. Каждые 3 дня они подъезжали к нему, чтобы вовремя принести воду. Неподалеку от этого колодца поселились львица и ее детеныш, отделившись от прайда. Они обнаружили, что колодец стал богатым источником влаги, способным поддержать их жизнь во время беспощадной засухи. Каждый раз, когда небо постепенно темнело, львица и ее детеныш приходили сюда на водопой. Поднимающийся из колодца пар делал воздух чуть мягче, даря редкое ощущение прохлады. Львенок с радостью гонялся за своей тенью по земле, наслаждаясь передышкой от зноя. Днем жара была особенно изнурительной. Солнце пекло беспощадно. Шерсть львицы потемнела от пыли, но, несмотря на усталость, она продолжала охранять своего детеныша, зорко следя за каждым его шагом. Каждый раз, когда львенок подходил к самому краю колодца, львица тихо рычала, предупреждая его. Но любопытный малыш все равно оставался активным, стремясь исследовать мир вокруг. В этот день львенок пришел к колодцу раньше матери, опустил лапки в воду и с интересом стал играть на краю. Львица почувствовала тревогу, но позволила ему забавляться, думая, что опасности рядом нет. Вскоре вдали показалось стадо слонов, тоже направлявшихся к источнику. Увидев львицу с детенышем возле воды, слоны остановились и стали наблюдать. Во главе стада шел крупный слон с длинными изогнутыми бивнями. По его глазам и гортанным звукам было видно. Жажда мучила его, раздражение нарастало. Львица насторожилась, приняв защитную позу. Слон внезапно громко взревел и решительно двинулся к колодцу. Львица зарычала в ответ, но разница в размерах и силе была огромной. Львенок поспешно вскарабкался на край колодца. Однако близость львиной семьи лишь усилила ярость слона. Он резко ударил хоботом по краю колодца. Львица бросилась к детенышу, но опоздала. Слон схватил львенка хоботом и поднял в воздух. Малыш забился. Когти отчаянно цеплялись за пустоту. Раздался его слабый крик, заставивший львицу зарычать с еще большей яростью. Она обнажила клыки и грозно шагнула вперед, но слон не останавливался. Более того, он опустил львенка прямо в воду колодца. Холодная вода всплеснула, разлетевшись во все стороны. Львенок захрипел, захлебываясь, его дыхание было рваным и слабым. Рев львицы разносился все громче, но не мог поколебать упрямого слона. В этот критический миг к колодцу подъехала водовозка. За рулем сидел смотритель по имени Тандо. С первого взгляда он понял, что происходит неладное. Тандо резко затормозил, схватил длинную палку и бросился к колодцу. Не думая о том, что может вызвать агрессию львицы, он закричал и замахал палкой, пытаясь прогнать слона. Слон по-прежнему держал львенка в хоботе, громко трубя и не желая отступать. Львица стояла рядом с Тандо, рычала, но не нападала, словно понимая, что этот человек тоже борется за жизнь ее детеныша. Мужчина постепенно подобрался ближе и, громко крича, сумел напугать слона. Наконец, слон швырнул львенка на землю и отступил. Львица сразу же подбежала и, ревя, прогнала врага прочь от колодца. Тандо кинулся к детенышу. Тот лежал на земле, задыхаясь, его шерсть была мокрой и грязной, тело дрожало. Осторожно подняв малыша,
Мужчина стал проверять его состояние, очищая шерсть от грязи. Львица наблюдала за этим, тревожно рыча, но не атакуя. Смотритель перенес львенка к водовозу, где хранилась аптечка. Он положил его на чистую ткань, достал необходимые лекарства. Тандо ввел препарат, чтобы поддержать ослабленный организм, и стал ждать. Время тянулось мучительно медленно. Львица потерлась головой о кузов грузовика, тихо поскуливая, будто прося помощи. Тандо подумал, что если в ближайшее время малыш не подаст признаков жизни, придется срочно везти его в центр. Через 10 минут львенок слегка пошевелился, приоткрыл глаза и тихо застонал. Тандо облегченно вздохнул и погладил его по голове. Малыш дрожал, но смог приподнять голову и осмотреться. Не желая рисковать, Тандо немедленно решил отвезти мать и детеныша в медицинский центр национального парка. Он застелил кузов грузовика брезентом, осторожно уложил львенка и подал знак львице. Поняв намерение человека, львица запрыгнула в кузов рядом со своим малышом. Грузовик быстро покинул место происшествия. В центре их уже ждал медицинский персонал. Тандо кратко объяснил, что произошло. Ветеринарная бригада тут же провела осмотр. Диагноз оказался благоприятным. У львенка лишь царапины и сильное истощение. Врачи очистили раны, сделали противовоспалительные инъекции и поставили капельницу. Львицу отвели в соседнюю зону, где она могла наблюдать за детенышем. Персонал не отходил от малыша, следя, чтобы не возникло осложнений. Тандо стоял рядом с коллегами, обсуждая процесс восстановления. Все надеялись, что мать и детеныш вскоре вернутся в дикую природу. После долгой ночи львенок смог поесть и почувствовал себя лучше. На следующее утро врачи отметили стабильное состояние. Хотя он немного прихрамывал, силы постепенно возвращались. Мать и сын снова встретились, они нежно потерлись головами. Эта сцена тронула всех свидетелей. Врачи решили оставить их еще на 2 дня в центре. Тандо навещал малыша, гладил его по спине, радуясь его выздоровлению. Когда срок содержания закончился, двери зоны ухода открылись. Львица и львенок были выпущены обратно в саванну. Они ушли в сухие просторы Крюгера, оставив после себя историю о материнской любви и о том, как человек и природа могут объединиться перед лицом беды. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.